Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на декабрь 2025 года для тельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. И все прогнозы я здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также прошу вас обратить внимание, что если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае просто посмотрите на даты, расписанные под видео. Эти даты посчитаны для положения Солнца в знаках зодиака по ведической астрологии и фактически. То есть, если вы не знаете точное время своего рождения, тогда в таком случае, вот, пожалуйста, ищите видео, на котором написано, что это видео для рожденных с такое-то по такое-то число. Все. Теперь давайте обсуждать тенденции декабря, что он приготовил тельцам, где тельцы будут встречать Новый год, чем они будут заниматься. Значит, первое событие декабрьское, 5 числа у нас состоится полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Первый дом — дом тела, личности, нашего здоровья, нашей жизненной вообще силы. И полнолуние в первом доме гороскопа указывает на перемены в теле, которые могут произойти у тельцов, а также на перемены, которые могут произойти во внешности, в имидже тельцов, в репутации вашей. И полнолуние в первом доме гороскопа неизбежно у нас влияет на 7-й дом, поэтому может давать перемены в отношениях, либо перемены у партнера. И еще первый дом гороскопа у нас неразрывно связан с нашим общественным статусом, поэтому в некоторых случаях полнолуние в первом доме гороскопа может указывать на смену работы либо перемены в работе. Следующее событие, которое будет у нас в декабре, 5 числа тоже, то есть в один день у нас полнолуние, и в этот же день Юпитер возвращается в ваш второй дом гороскопа. Юпитер возвращается в ваш второй дом гороскопа, в дом денег, там, где он был половину 2025 года. Чуть больше, чем половину 2025 года, хотя меньше на самом деле. Но в первой половине 2025 года до октября Юпитер был в вашем втором доме гороскопа. И, возможно, что-то вы там не доделали, связанное с финансами, связанное с вашими ресурсами, с родительской семьей. Возможно, вы искали работу, хотели устроиться. Это все сейчас будет возвращением. Юпитер как бы вас фокусирует. Ты что-то там забыл, ты что-то там забыла. Вернись, пожалуйста, доделай. Либо вы сами вспоминаете, что вот а я же хотел, а я же хотела. И будет благоприятно доделать такие дела, связанные с ресурсами, с уровнем вашей энергии, с родительской семьей, с зубами, кстати, со зрением, лечение, может быть, или какие-то очки делать и так далее. Но также это будут вопросы возвращаться, распределения ресурсов, времени в семье, если вы в отношениях, то в партнерстве, кто кому помогает, кто кому чего должен. А также это будут вопросы накопления, распределения, планирования ваших финансов и, может быть, даже вернуться к какой-то грамотности финансовой. Но в целом транзит Юпитера по второму дому гороскопа может немножко и расширить количество денег, которые у вас есть. С 6 декабря по 29 декабря Меркурий возвращается в ваш 7-й дом гороскопа. Тоже, опять же, Меркурий в 7-м доме гороскопа был в середине ноября примерно. И сначала до середины примерно ноября. И получается так, что он потом вышел оттуда в ретроградном движении, сейчас по второму кругу возвращается. И вот, возможно, в ноябре у вас были какие-то переговоры, разговоры в партнерстве, поиск партнеров, вхождение в новую команду, когда вы заходите куда-то и начинаете
общаться, начинаете со всеми знакомиться, и, возможно, у вас этот процесс какой-то был прерван, то сейчас Меркурий возвращается для того, чтобы дать вам возможность это завершить, какие-то знакомства, какие-то договоренности, какие-то, может быть, новые союзы. Также транзит Меркурия по седьмому дому гороскопа, вот как и Юпитера по второму дому гороскопа, это какие-то перемены опять вот по этим вот, кто кого поддерживает в партнерстве. Ты мне, я тебе. То есть какие-то переговоры по ресурсам, по времени, кто сколько будет там уделять домашнему хозяйству, кто будет детей в сад водить, кто будет детей из кружков забирать. Вот какие-то такие переговоры могут быть. И в целом, если вы в отношениях, то у вас могут быть тоже такие переговоры по детям, по совместной учебе, может быть. У кого-то из тельцов может вернуться старая любовь. Но не у всех, я предупреждаю, да. Но в целом такая тенденция тоже может быть. Ну и в общем, Меркурий будет давать такое желание что-то обсудить, поговорить по поводу вот союзов, может быть, планов, как регистрации отношений и так далее. А с 7 декабря по 16 января в ваш 8-й дом гороскопа заходит Марс. И Марс начинает для вас тенденцию такой какой-то, простите меня, но напряженки. Потому что у вас начинает активничать 8-й дом гороскопа, и вторая половина декабря просто будет этот 8-й дом гороскопа очень активный. С одной стороны минус, с другой стороны плюс, потому что минус из-за того, что это дом кризисов, стрессов, дом внезапных перемен, дом тайн, плюс из-за того, что это дом чужих денег, и, возможно, будут решаться какие-то вопросы, связанные с получением незаработанных доходов. Значит, что у нас делает Марс в 8-м доме гороскопа? Какие создает тенденции? Во-первых, конечно, создает тенденцию на выход из каких-то команд, на разлуку с партнерами, на то, что в отношения могут вмешиваться какие-то экстренные вопросы, когда нужно срочно куда-то ехать, срочно что-то решать. Вот такие вопросы. Транзит Марса по 8-му дому гороскопа может давать склонность к тому, чтобы спорить в семье из-за денег. Возможно, не сможете договориться нормально, когда вот Меркурий пойдет по 7-му дому гороскопа, когда Юпитер зайдет во 2-й дом гороскопа. Поэтому могут быть какие-то финансовые споры. Также Марс в 8-м доме гороскопа некоторым тельцам может давать вопросы страховок, наследства, налогов, активное вот это вот обсуждение, точно так же спорные вопросы. Помимо этого, есть комбинация на то, что вы можете, например, лечить зубы. Это вот очень такой частый транзит Марса по 8-му дому гороскопа, когда есть желание лечить зубы или необходимость заниматься вот лечением зубов, зрения, такими вопросами. Много расходов, возможно, на это будет. Марс, он как бы дает большие расходы тоже. То есть тратить деньги будете в первую очередь, наверное, на какие-то свои такие вот, на то, чтобы себя поддержать, на то, чтобы свои ресурсы поддержать, на то, чтобы здоровьем своим заняться. Вот это вот Марс тут такую тенденцию у нас очень хорошо создает. Потом с 16 декабря по 14 января еще Солнце заходит в ваш 8-й дом гороскопа. И Солнце, кстати, с Марсом. Что нам еще тут намекает у тельцов? На какие-то переезды, причем такие вот срочные, незапланированные, какие-то глобальные, может быть. Но не только переезды. Если вы, например, планировали продавать машину, планировали продавать квартиру, то эти транзиты могут дать вам возможность продать. Тут и Юпитер заходит в дом денег, говорит, что откуда-то деньги к нам приходят, и не обязательно это те, которые мы заработали. И при этом вот показатели, связанные с недвижимостью, они тоже у нас находятся в 8-м доме. А 8-й дом у нас показывает напрямую, что мы это теряем, якобы теряем. Хотя на самом деле мы это продаем, но для нас это как бы условно такая тоже потеря. Поэтому переезды, продажи, транспорта, недвижимости, возможно, даже подготовка к переездам, к продажам, расхламление какое-то, вещи выносить, продавать, выбрасывать и так далее. То есть какие-то такие тенденции на то, что готовятся к чему-то важному, к какому-то важному этапу жизненному.
Потом, помимо этого, Солнце вообще в целом у нас проясняет какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, транспортом. Но единственное, что, знаете, тельцы, будьте внимательны с электроприборами, с сигаретами, если вы курите дома, потому что Солнце с Марсом для четвертого дома этого недвижимости и транспорта создает такую огненную комбинацию. Особенно вот не баловаться дома на Новый год, это же у нас предновогодняя комбинация, не баловаться на Новый год лучше всякими петардами, салютами, потому что Солнце с Марсом как раз-таки создает такую комбинацию, которая указывает обычно на вот искры, на такие пожары, на огонь. И, в общем-то, это как раз касается вашего четвертого дома, то есть это может быть и из-за того, что на Новый год будут вокруг там салюты и все остальное, но просто я вам рекомендую не злоупотреблять этими вещами, пиротехникой на Новый год, потому что не очень хорошая комбинация формируется. 20 декабря состоится новолуние в вашем восьмом доме гороскопа. Новолуние в восьмом доме гороскопа — это что-то у нас новое в восьмом доме, а восьмой дом — это дом сюрприза. Дом неожиданностей, дом тайн, поэтому новолуние в восьмом доме гороскопа может давать разрешение каких-то ситуаций, которые старые были неразрешенные, но при этом еще и какие-то ситуации, которые вы не ожидали, не контролировали. Но могут быть, кстати, и не заработанные деньги по новолунию в восьмом доме гороскопа. И с 20 декабря по 13 января еще и управитель всего вашего гороскопа Венера заходит в ваш восьмой дом гороскопа. В дом кризиса, в дом стресса, в дом неожиданностей, в дом тайн, в дом эзотерики. Конечно, мы сами погружаемся во все тайное, во все срочное, во все экстренное, когда нас просят: приди, помоги, сделай, там, порешай, позвони. Это все наши тоже будут какие-то задачи, зоны ответственности. В такие периоды мы обычно стараемся ограничивать контакты, отрезаем как-то круг общения для того, чтобы сосредоточиться на каких-то главных целях. И вот у вас как-то Новый год, возможно, у вас появится какой-то перед Новым годом предложение, необходимость, да, когда вы будете сосредоточены в первую очередь не на празднике, а на том, чтобы быстренько-быстренько порешать, может, предложение, куда-то поехать, может, предложение еще там работу поменять или еще что-то. У вас вот такие транзиты, как будто бы вы получили какое-то предложение, какое-то новое, что-то такое, что вам нужно срочно все вопросы порешать, все закрыть. Поэтому и Венера тоже тут в восьмом доме гороскопа тоже может указывать на продажу транспорта, кстати, как и Солнце, как и Марс, и на продажу транспорта и недвижимости. Вот как будто бы у вас кардинально что-то обновляется перед Новым годом. Еще Венера может указывать на повышение небольшой заработной платы у некоторых тельцов и на то, что, опять же, все вопросы, которые раньше вы не решали, какие-то хронические, какие-то недомогания, либо какая-то, если там где-то что-то не работало, и вы думали: ну, не работает и не работает, то сейчас как будто бы вы все срочненько идете чините, все срочненько идете там, залечиваете, все срочненько идете решаете, латаете, чтобы в Новый год войти без вот этих вот всех каких-то недоделок. То есть как будто бы вы все срочно идете решать то, что раньше не решали. Но поскольку Венера — это управитель всего вашего гороскопа, по восьмому дому гороскопа к здоровью тоже внимательнее. Зима, будьте аккуратны, будьте более благоразумны с точки зрения там шапку носить, бегать в гололед. В общем-то, Венера в восьмом доме гороскопа — это планета, отвечающая за наше здоровье, поэтому она предупреждает нас о том, что сейчас лучше не рисковать, не лезть на рожон куда-то, не прыгать там, где ты не знаешь, куда можно прыгать, и все в таком роде. То есть стараться меньше рисковать в целом во второй половине декабря и в первой половине января. И с 29 декабря по 17 января еще Меркурий зайдет в ваш восьмой дом гороскопа. Целое скопление планет будет именно в вашем восьмом доме гороскопа. Что нам говорит Меркурий? Меркурий указывает у нас на траты, такие глобальные какие-то, и причем мы можем это просто тратить в никуда, либо это отдавать другим людям, типа нашим партнерам. Но что интересно, что у нас формируется в транзите, когда Меркурий заходит в восьмой дом гороскопа, формируется такой обмен между нашими деньгами и деньгами других людей.
Поэтому, возможно, действительно вам придется или нужно будет с кем-то меняться. То есть у меня такая валюта, я тебе переслала, ты мне переслаешь. Какие-то такие обмены как будто бы происходят. У некоторых тельцов тайные романы влюбленности. У некоторых тельцов могут быть, знаете, такие истории, когда отменилось мероприятие, на которое мы планировали поехать, пойти, может быть прерванное обучение, какие-то переживания за детей могут быть, как там получится, не получится, сдаст, например, экзамен, не сдаст или что-то в этом роде. И может быть еще, что если вы учитесь, то в этот период вам будет не до учебы. У вас как бы учеба будет вызывать какое-то нервное напряжение, вы не захотите этим заниматься. То есть, возможно, просто вы будете сосредоточены на чем-то другом. У вас такой вот какой-то очень фокус на том, чтобы что-то вот придумать, как-то вот быстро все порешать. Вот все об этом говорит. Все планеты говорят о том, что у вас фокус на срочности, на сосредоточенности такой, на том, что вы как антикризисный менеджер решаете, как лучше всего быть в той или иной ситуации, в том числе другим людям помогаете, в том числе родным, может быть, помогаете. В общем, какая-то такая функция у вас будет во второй половине декабря, что вы будете рулить всеми процессами. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для тельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.